Всем привет! Сегодня у нас не очень удачное направление ветра, поэтому мы не пошли кайтить. Я решил рассказать наконец-то про доски, которыми мы пользуемся в городском цикле. Это борды Blackfire G3 и G2. На самом деле, если посмотреть на сайте, все основные характеристики там уже есть, и в принципе цифры — это такая вторичная история. Скорее хотелось бы рассказать про опыт использования. На первый взгляд все достаточно просто. Берешь, который дороже, радуешься жизни. Денег нет, берешь, который дешевле, тоже все хорошо. Но не все так однозначно. У них немного разные, как я понимаю, дизайнеры работали над досками и разные концепты. Ну, в общем, основные отличия какие? У G3 у нас мягкая дека, то есть ее можно прогнуть очень легко, она очень гнется. У G2 дека достаточно жесткая. У G3 больше батареи и незначительно больше мощность моторов. У G2 батарея меньше, что дает меньше вес, примерно на полкилограмма. Также отличаются пульты. Вот это старый тип пульта от более дорогого борда. Это как бы субъективно более дешевый пульт. Меньше кнопок, такая более смешная форма. Но когда начинаешь ими пользоваться, понимаешь, что не все так просто. Во-первых, вот этот более простой пульт, он был продиктован одним простым достаточно моментом. Люди, которые катаются на лонгбордах, часто используют перчатки. И стандартный хват вот этого пульта вот такой, он становится неудобным, потому что палец в перчатке, у меня небольшой палец, он не очень лезет в этот курок. И поэтому люди начинают держать пульт вот так. И из-за того, что все начали держать пульт вот так, они подумали, зачем вот эта дырка, и упростили форму, сделав ее вот такой. То есть мы можем его и так держать, как-то вот так. То есть, в принципе, дырка — это достаточно лишняя история. Второе отличие этого пульта в том, что тут не хватает двух органов управления. Это переключателя назад, назад-вперед и включение турборежима. Но вообще у G2 вообще просто нет турборежима. А назад он переключается двойным нажатием кнопки режим. Вот. В принципе, насколько вообще нужен турборежим? В предыдущей модели G2T турборежим присутствовал. И как он выглядел? То есть ты едешь, нажимаешь на турбо, и на 30 секунд борт вообще снимает все ограничения и валит как не в себя. Очень быстро, очень сильно высаживая батарею, и в рамках вот таких досок это, наверное, не самая крутая вещь, потому что это не очень контролируемо. Здесь они турборежим переделали, но все равно есть проблема. Суть заключается в том, что нужно полностью отпустить газ, когда ты включаешь турборежим. То есть его использовать в каких-то бытовых ситуациях, кроме там адреналина, нагнать, будет сложно. Некоторые представляли себе использование турборежима либо в такой раздатке, как ты едешь в гору в обычном либо спорт-режиме, и когда ты чувствуешь, что борт просаживается по мощности, ты нажимаешь турбо, и уже он тебе помогает залететь на гору. Проблема в том, что чтобы нажать турбо, нужно полностью отпустить газ. И просадка произойдет такая, что это будет бессмысленно. И второй момент, турбо не выключается. То есть еще раз нажать, чтобы он выключился, чтобы он перестал, невозможно. То есть нужно будет просто нажать на эко-режим и потом опять на спорт, если вы катаетесь в спорте. Поэтому это делает использование вообще турборежима не очень таким, прикольным. В общем, таким образом, все эти турбомоды, они не очень юзабельны. Казалось бы, повышенная цена борда G3 оправдана, наверное, тем, что у него больше range или больше скорость. Но по факту на этих бордах комфортно передвигаться где-то до 10 километров в городском цикле, в таком диапазоне, и больше какого-то рейнджа прям существенно не ощущается. Может, там есть небольшие отличия, но не такие большие, как хотелось бы. Но при этом у него достаточно большой вес. То есть вот этот ощущается намного прям легче. И существенный прикол такой, что этот борд позиционируется как новичковый, он жесткий, что когда ты двигаешься с горы накатом, за счет того, что дека достаточно мягкая, нужно либо становиться практически на болты, и тогда он ведет себя так же, как дешевый, либо он начинает воблить. И это не очень комфортно для прям начинающих людей.
Поэтому в некоторых случаях, если вы планируете передвигаться в городском цикле, в какие-то там вам нужны скорости, то я бы, наверное, вот этот рекомендовал. Хоть он, может быть, и не достигает максимальной такой скорости, как GTI, ну, его удобнее носить, и на нем гораздо проще ездить. Но в городском цикле, если у вас очень хороший асфальт, на GTI можно как бы пампить, то есть делать такой своеобразный карвинг, перепрыгивая с одного рейла на другой. И на G2 этого делать практически не получается. Он пампит только с сильным нажатием, то есть у меня там вес под 90 килограмм, я могу его как бы продавить. Ну и на какой-то уже скорости, что уже не чувствуется безопасно. Сами деки немного отличаются по структуре. Эта дека, она стоит мостиком, вот так. Эта дека достаточно прямая, но у нее есть конкейв. То есть она к центру такая, как ложбинка. Что это меняет? Эта дека лучше пружинит за счет этого мостика. То есть можно стать ближе к центру, она немного абсорбирует, несмотря на свою жесткость, там, плитку. А это позволяет как-то не глядя лучше располагать ноги, то есть как-то они лучше чувствуются. Хотя и в более дорогой модели, там не без фабкапов, вот буквы постоянно отлазят. Не знаю, что с этим делать. Вот. Поэтому не все так просто. Можно выбрать что-то под себя. Если у вас супер хороший асфальт, если он идет далеко, то, наверное, можно брать флекс, вот такую гибкую доску, и на ней там прыгать, как-то карвить, веселиться. Если нужно передвигаться в городском цикле просто по тротуарам, то, наверное, G2 будет лучший вариант. Есть также отличие конструктивное. Здесь есть подвеска калибр, или калибр. Здесь какой-то аналог. Чем они отличаются, кроме надписи «Калибр», я не знаю. Оба этих борда имеют мотор-колесо. То есть здесь есть рукав такой, который одет, что не позволяет поменять нормально подшипники. Подшипники, в принципе, поменять можно только спереди. Сзади там есть какой-то адский мануал в интернете, как их выпрессовать. Но если нет гаража, то этого вряд ли получится. Вот. Это Hobby Wing. Они меняются целиком. Каких-то существенных отличий по колесам здесь нет. Раньше была модель G2T, там было несколько комплектных колес разного диаметра. Здесь нет, здесь одни. В G3 есть подсветка. То есть теоретически, если он включен, можно нажать 2 раза на кнопку питания. Вот так. Пам-пам. И у него включается боковая подсветка. Но эта боковая подсветка имеет очень мало смысла. Корни у нее идут из модели G2T, где на вот эти 4 болта ставилось крепление для фонарика. И можно было в темное время суток как-то на нем кататься. Наверное, куча разбившихся скейтеров, которые там падали, увлажняли своим нутром асфальт, заставила производителя отказаться от этого фонаря. И они поставили вот этот боковой фонарь, который чисто в теории, наверное, как-то помогает кому-то. Но он совершенно не светит вперед и никакого чувства безопасности не создает. Что-то типа габарита. Вот. В принципе, наверное, по основному все. Каждый может выбрать себе, что ему больше нравится, или по бюджету. Лучше выбирать по бюджету. Разница у них 30% по цене. Поэтому, если у вас нет золотой жилы внезапно, берите себе G2T, и вы жалеть не будете. Совершенно ни в чем себя ущемленным не почувствуете. Либо G2, да. Если есть у вас много веса, к примеру, или вам нужно ездить дальше, и вы хотите себя чувствовать как-то безопасней, то берите G3. Как бы только чувствовать будете себя безопаснее, потому что, как правило, мы вот ездим на 2 бордах, они плюс-минус одинаково садятся, там есть небольшое отличие, там километров, наверное, в 3-5. Но это не прям существенное отличие на 30%. У них отличаются существенно зарядки. Вот этот использует быструю зарядку, здоровую, как буханка хлеба, а этот маленькую зарядку, которая, он будет заряжаться 3 часа, этот, по-моему, 1,5, а этот 3. И еще есть мега фича, можно от него заряжать телефон, если вы не знаете, чего обычно заряжают телефон. Потому что я вообще с трудом себе представляю девиацию человека, который будет от борда заряжать телефон. Но USB-шка тут зачем-то есть.
Возможно, если заезжать телефон, шнур может намотаться на колесо, ты упадешь и сломаешь нос. Больше никаких объяснений здесь нет. Вот. Есть куча еще каких-то моделей, но они все в основном, все следующие модели от Backfire имеют именную передачу, что делать невозможным просто ехать, толкаясь ногой, если он сел. Не рассчитал как бы расстояние, борт сел, едешь дальше, толкаешься ногой. А на именных нет, это невозможно. Ну и именные очень сильно шумят. Почему вы не смотрели или смотрели в сторону других производителей? Ну, по большому счету, рынок лонгбордов у нас представлен либо вот такими стартапами, это американские доски, либо каким-то откровенной китайщиной, там, ну, нелепой вообще. И вот откровенно нелепую китайщину покупать не хочется, хочется что-то серьезное. Тут очень много электротранспорта, все ездят на электросамокатах, хотелось чего-то приятного. Плюс у нас уже был G2T Галактика, и он прошел какое-то время, никаких с ним нареканий не было, только сгорел контроллер внезапно. Хотя вряд ли это нельзя сказать, нареканий не было. Поэтому мы его починили и решили купить еще таких же бордов, чтобы у них тоже сгорел контроллер. Xiaomi что-то, говорят, даже выпускает, но у нас особо не продается. И Xiaomi, у них высокий центр тяжести, маленькие борды, маленький будет диапазон хода. Вот. Всякие откровенно китайские борды не внушают доверия. Поэтому выбрали вот американский такой вариант, китайско-американский. У них хороший саппорт, отзывчивый, у них такая нормальная цена для данных устройств, и борт очень такой компромиссный, то есть он достаточно широкий, большой, не особо высокий центр тяжести, как у рыбок там и прочих вот этих вот микробордов. На нем можно уверенно ехать, стоя, сидя, лежа, как угодно. Очень, очень комфортный. И по опыту у нас вот два борда. Если кто-то там, нам приезжают гости, можно человеку, который не знаком там с досочным спортом, дать его поставить, сказать, где тут газ, где тут тормоз. Кстати, наличие тормоза и кооперативного — это прям киллер фича, потому что если тебя начинает разгонять с горы, можно подтормозить, зарядить борт и не бахнуться с него. И это все очень безопасно, то есть можно очень безопасно кататься. Почему не самокат? Самокат — это огромная штуковина, которую очень тяжело хранить. Вот эту штуку можно хранить где-то в шкафу под вещами. Самокат сильно больше. Самокат тяжелее носить. А большой разницы в диапазоне перемещения нету. То есть вот этот борт конкретно сейчас уже наездил, вот мы только начали по сути, вот 161 километр. И особой разницы какой-то с самокатом я не ощущаю. Да, можно сказать, у самоката большие колеса, можно прыгать с бордюров, но это тоже не весело, поверьте. Вот. Поэтому, если кто-то всегда хотел себе такую штуку, то покупайте, не бойтесь, ничего не ломается, ничего не страшно. Лучше купить шлем, да. И все есть на запчастях, батарея меняется, все продается, поэтому, да, поэтому каждый выбирает себе, что ему нравится, и пока. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не плачь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему всегда, ведь